Москва, конец 1980-х. В кабинете следователя по особо важным делам сидит невысокий мужчина с тростью. Он спокоен, вежлив, производит впечатление интеллигентного человека. Это Сергей Кашинцев. Он охотно рассказывает о своих преступлениях, признаваясь в десятках эпизодов по всей стране. Следователи в замешательстве, часть этих дел уже раскрыта, и за них сидят другие люди. Кто он? Серийный убийца, чьи признания рушат статистику раскрываемости, или хитрый манипулятор, пытающийся запутать следствие? Эта история станет одним из самых сложных и неоднозначных дел в советской криминалистике. Чтобы понять, как хромой человек с тростью мог годами оставаться неуловимым, нужно вернуться в его детство. Сергей Кашинцев родился в 1940 году в Архангельской области. У него была врожденная физическая особенность – одна нога короче другой. В мире, где физическая сила и полноценность ценились превыше всего, это стало для него клеймом. Насмешки сверстников, особенно в подростковом возрасте, сформировали в нем замкнутость, озлобленность и глухую неприязнь к окружающим. Кашинцев рос трудным ребенком. Уже в детстве проявились тревожные сигналы, на которые тогда не обратили внимания. Попытка склонить малолетнюю девочку к неподобающему поведению закончилась лишь разговорами, но стала первым звоночком. Затем последовали кражи. В первый раз он украл пальто у родного брата, и тот подал заявление в милицию. После освобождения он снова попался на краже. Выйдя из тюрьмы, Кашинцев практически порвал с семьей. Он не стремился работать, жил у чужих людей, постоянно вступая с ними в конфликты и оказывая психологическое давление. В 1975 году он совершил свое первое тяжкое преступление, за которое получил 10 лет лишения свободы. Именно в тюрьме его ненависть к миру окончательно оформилась в план мести. Кашинцев конфликтовал с администрацией, организовывал азартные игры, а в разговорах с сокамерниками прямо заявлял: «Выйду и буду мстить». Оказавшись на свободе, он начал действовать. Его план был циничен и прост. Он перемещался по стране, знакомясь с женщинами, как правило, на вокзалах. Выбирал тех, кто находился в сложной жизненной ситуации, входил к ним в доверие, а затем, дождавшись момента, совершал преступление. Отказ или попытка прекратить общение становились для него триггером. Первым доказанным эпизодом после освобождения стала гибель 34-летней жительницы Челябинска. Затем последовали аналогичные случаи в других городах, в январе 1986 года в Кирове, затем в Арзамасе. Следствие в разных регионах шло своим чередом, не связывая эти преступления между собой. В Арзамасе под подозрение даже попали местные подростки, но их невиновность удалось доказать. Делом Кашинцева в итоге занялся известный следователь по особо важным делам Дмитрий Плоткин. Он сразу понял, что имеет дело с нетипичным преступником. Кашинцев не был похож на монстра. Он производил впечатление начитанного, интеллигентного человека, с которым можно было говорить о новостях и искусстве. И он начал говорить. Кашинцев стал брать на себя ответственность за десятки преступлений по всему Советскому Союзу, включая те, к которым он очевидно не имел отношения. Он признался более чем в 50 эпизодах. Для следствия это стало настоящей проблемой. С одной стороны, его показания помогали выявить новые, ранее неизвестные случаи. С другой, он явно использовал свои признания как инструмент манипуляции, пытаясь запутать следователей, затянуть процесс и, возможно, выторговать себе более мягкое наказание, представив себя невменяемым. Плоткин и его группа приняли единственно верное решение – опираться не на слова Кашинцева, а на факты. Началась кропотливая работа по сбору доказательств. Каждое его признание проверялось, сопоставлялось с материалами дел из разных регионов. В итоге из более чем полусотни признаний удалось доказать его причастность к 8 случаям лишения жизни и 3 покушениям. По мнению следствия, мотивом Кашинцева была не просто ненависть, а жажда власти и контроля. Человек, которого всю жизнь унижали из-за физического недостатка, получал извращенное удовольствие, доминируя над своими жертвами. А признания в чужих преступлениях были для него продолжением этой игры. Он чувствовал свою власть уже над самой системой правосудия. 13 марта 1990 года суд признал Сергея Кашинцева виновным по всем доказанным эпизодам.
Несмотря на все его уловки и попытки симулировать психическое расстройство, экспертиза признала его полностью вменяемым. Ему была назначена высшая мера наказания. Приговор был приведен в исполнение 17 января 1992 года. Так закончилась история человека, который превратил свою детскую обиду и боль в оружие против всего мира.